Итак, снова здравствуйте, с вами Алиторн. Я наконец-то вернулся. Интернет теперь уже на этот раз провели хороший. Вот. И мы с вами продолжаем прохождение игры Baldur's Gate. Я, конечно же, не забросил прохождение, вот, но и без записи тоже не проходил. Вот, поэтому сейчас мы с вами продолжим ровно с того момента, на котором мы остановились в прошлый раз. Давайте посмотрим, где мы остановились. Я немножко подзабыл, но если я не ошибаюсь, мы пришли с вами на карнавал. Вот, и на карнавале нам необходимо будет взять священника в нашу группу, чтобы потом уже отправиться в шахты в полном, скажем, боевом составе. Вот. Как видите, у нас в последнем сохранении не хватает одного персонажа в партии. Я специально убил Кхалида. Да, это не совсем правильный был ход, как мы помним, но нам нужен священник, нам нужно свободное место в группе. К сожалению, это недостаток игры. То есть, что некоторые персонажи ходят только парами, и не все они одинаково полезны. Ну что ж, начинаем наше прохождение. Так, давайте посмотрим, где мы находимся. Да, мы пришли на карнавал. Что ж, начинаем стандартное обследование локации. Нам кто-то подошел. Артист. И вот лежит она, бескровная и бледна. Путь эльфов скорбен, скажу я. Скорбен, да, скажу я. И скорбен путь всех тех, кто заглянет сюда. Возлюбленная Носферату умерла. Да, умерла. Но вдруг среди гробов пустых и полных возник крылатой мыши лик ужасный, чья плоть, глаза и шерсть были краснее крови, и два клыка сверкали в ее пасти. На этом заканчивается последнее и самое популярное произведение Галахинна Носферату. Наслаждайтесь карнавалом, дамы и господа. Более прекрасного праздника я не видывал уже многие годы. В принципе, понятно. Вот, давайте посмотрим, что у нас тут есть артисты. А вот, смотрите, кто-то великий Газип. Вот, интересно. Давайте поговорим с ним. Привет и добро пожаловать. Тебе посчастливилось попасть на шоу великого Газиба, и в главной роли я, сам великий Газиб. Позволь представить тебе удивительного Упу, единственного взрывающегося огра в мире. Вот появился огр, который взорвался. Вот, ничего на нем не осталось, давайте поговорим с ним снова. Забава для всей семьи. А теперь посмотрим на этого любимца публики еще раз. Ну и он снова сейчас будет его взрывать, я так понимаю. У тебя, приятель, либо садистские наклонности, либо ты просто поклонник и неумолимо желаешь увидеть моего огра. Нет, Упа, еще один раз. Последний раз и сможешь вернуться в палатку. Упа, опусти оружие. Упа. Да, прошу прощения, пришлось немножко отвлечься. Вот была поставлена игра на паузу, но мы остановились на том же моменте. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что будет в следующий раз. То есть, третий раз появления этого окна. Опа, и он появляется и на нас нападает. Вот неожиданно, ребята. Неожиданно. Ну ладно, давайте тогда так. 3 ближний бой. Остальные дальний бой, как обычно. Видите, я ни разу не сталкивался с этим огром. Как у него там с повреждениями? Немножко нас повредил. Тяжелое ранение, он уже почти мертв. Все, мы его убили. Ура. Так, деньги и Моргенштерн. Моргенштерн, не знаю, имеет ли смысл нам вообще брать. Я думаю, что не имеет. Так, как у нас тут дела с тротиками? Совсем вроде бы нормально. Хорошо. Так, где этот человек, который убежал? Он, наверное, он зашел в этот ближайший к нам палатку, шатер. Так, кто-то кто же к нам идет здесь? Витер, привет. Можешь считать себя жертвой Витера, мастера вора и непревзойденного карманника. Нет времени на болтовню.
Понятно все. Потеряно золото 100. Вот, смотрите, мы зашли просто и нас обокрали. Просто так взяли и обокрали. Вот, я сейчас поставил на паузу, попытаемся его догнать. Вот, но его уже на улице нет, как мы видим. Шут Лорд Бинки. Ох, как ты ужасно выглядишь. Честно говоря, я имел в виду, что это карнавал, а не арена для гладиаторов. Меня зовут Алиторн, а как тебя? Моя звать Алиторн, а как твоя звать? Так, ты издеваешься надо мной? Ну, понятно, в общем. В общем, мы стали только что жертвой вора. Вот, это, конечно, очень грустно. О, смотрите, кстати, есть клавиша Tab, на которой есть подсветка. Этого не было в оригинальной игре. Вот, как мы видим, кстати, по совету одного из наших подписчиков, одного из моих подписчиков, вот, он говорил о клавише Tab, вот я сейчас решил ее проверить. Действительно, по клавише Tab можно подсветить все вещи рядом. Отлично. Ну что ж, продолжаем. Так, внутри вора, надеюсь, этого больше нет. Смотрите, тут похоже какое-то казино. Вот видите, рулетки крутятся, колесо большое, несколько штук. Давайте поговорим с игроками. Подходите, подходите. Испытайте удачу на колесе фортуны. Бросайте кости и получите огромный выигрыш. Тимора смотрит с небес на всех, но только кого-то одного она благословит своей божественной удачей. Ну, понятно. Что-то они слишком все как-то быстро бегают. Давайте с дворянкой поговорим. Ничего не хочет говорить. Дворянин. Так, можно вот так вот сделать и подсмотреть. Так, ну, в принципе, здесь вроде никого нет, с кем можно пообщаться. Давайте вот еще вот с этим обывателем поговорим. Не знаю. Да, я толстый, и что с того? Меня это не особо волнует. Я просто не люблю, когда всякие тощие скелетины постоянно мне об этом напоминают. Да, и я на самом деле выбрал его именно потому, что он отличается от всех, тем, что он толстый. Ну что ж, первый шатер мы обыскали. Вот, на карте можно увидеть его название, это плат казарных игр, рядом тоже такая же, внизу торговец. Давайте, так, мальчик, давайте поговорим с ним. Капитан Брейк пропал несколько дней назад. Мама и папа говорят, что он спятил. Иногда мне кажется, что по ночам он бродит в лесу неподалеку от нашего дома, но я очень боюсь выходить на улицу. Так, давайте посмотрим, записали ли мы это в дневник. Нет. Так, нет, же глава 2. Глава, наверное, 1 нам нужна. Потому что это, по-моему, еще 1. Нет, не 1. Не совсем понятно, но, в общем, это мы не записали. Капитан Брейк какой-то, который пропал. Так, а здесь мы можем отдохнуть? Да, мы можем отдохнуть. Вот что мы сейчас и делаем. Слушаем звуки костра. Сохраняемся быстрым сохранением. Продолжаем наш путь. Так, еще одна палатка азартных игр. Я так понимаю, что этот вор должен быть где-то здесь. Нет, нет его здесь. Так, кто у нас здесь? Игроки, обыватели и все. Больше никого. Можно пройти до самого конца. В общем, ничего здесь нет. Вора мы не нашли. Я думаю, что мы с вами его еще найдем. Вот. Мы будем сохраняться перед каждым заходом в каждую палатку. Давайте посмотрим, что в нашей бочке. Бочка ничего. Маленькая палаточка. Зордрал и Бента. Ну что ж. Зордрал. Эй, ты, а ну назад. Если сделаешь еще шаг, я убью ее. Я не шучу, не заставляй меня делать это. Мне осталось произнести всего лишь последнее слово заклинания, она умрет. Что все это значит? Она ведьма. Она собиралась использовать свою магию, чтобы отравить детей в этом городе. Она переморит скот, а потом соблазнит всех юношей и сделает их своими марионетками. Ее нужно убить. О чем ты говоришь? Что за предупреждение против тех, кто использует магию? Ты ведь сам сказал, что ты маг. В конце концов, ты же не собираешься убить ее своим магическим словом? Так, почему бы нам не обсудить это, как подобает разумным существам? Просто успокойся, не сомневаюсь, мы сможем прийти к какому-нибудь решению.
Обсудить? Нечего тут обсуждать. Эта ведьма умрет. А теперь уходи. Не то и тебя постигнет та же участь. Перестань. Я же не могу позволить тебе убить беззащитную женщину. Просто успокойся и давай поговорим. Беззащитная женщина? Она ведьма. Она опасна и должна умереть. Убирайся отсюда, пока мне не пришлось убить и тебя. Прости, но я не могу позволить тебе причинить вред этой женщине. Я применю силу, если потребуется. Я говорил тебе, но, видимо, тебе не хотелось меня слушать. Теперь она умрет, а вслед за ней и ты. Ашарака, Арашака. Отлично. Вот, в общем-то, Зордрал какой-то взял и убил ее по какой-то причине непонятной. Ну, мы убили Зордрала, получили 900 опыта, пытаясь его, наверное, образумить. Вот, а еще мы получили мантию мага, 2 свитка, посох, который нам не нужен. Еще одна мантия, кольцо из кожи ангела. Так, давайте начнем отсортировать инвентарь. Кольцо из кожи ангела. Что дает? Кольцо — это небольшая полоска. Так, ничего вроде бы не дает. Ладно, тогда прячем ее. Зелье героизма. Противоядие. Зелье героизма. Противоядие. Так, противоядие у нас уже есть. Посох не берем. Зелье героизма. Длительность 2 часа. Область действия на себя. Эффект. Пункты здоровья и тхаз улучшаются на 10% от базового значения. Ну, такое. Средненько. Кладем сумку для зелий. Так, что у нас тут получается? Нужно обыскать деньги. Посох. Книжка. История. Шэдоудейла. Метательный кинжал. Давайте метательный кинжал сразу дадим нашей девочке. Хотя бы штук 10. Они довольно тяжелые, но ей не пригодятся. Так, есть такое дело. Все. Ну, вот такая вот странная вещь с нами произошла. Давайте посмотрим, есть ли у нас какие-то... вот история капитана Брейга, кстати, появился задание. Похоже, Налин из храма Хелма в Нашкеле считает, что Брейг, скорее всего, находится под влиянием какой-то злой силы. Если я верну Брейга в храм, вот, возможно, его не казнят за все совершенные им преступления. Ну что ж, это, конечно, такой серьезный момент, но непонятно. Так, что у нас тут есть еще? Дневник. Давайте посчитаем так. Первая глава. В общем, ну, почему-то нет в заданиях этого задания. Задание. Да, странно. Ну ладно, продолжим наш путь. Сохраняемся. Немножко денежек. Так, кто у нас здесь? Фермер. Сундук есть еще, смотрите. Так, это... Так, давайте посмотрим, что у нас здесь за палатки рядом. Торговец. Торговец, торговец. Хорошо. Зиг что-то говорит нам. Ага, вот это, по-моему, как раз тот самый Зиг, который нам позволит взять священника. Давайте, подходите. Взгляните на каменную деву-воительницу. Как долго она уже в ловушке этой каменной формы, никто не знает. Узнаете это первыми всего за 500 золотых. За эти деньги я дам магический свиток, с помощью которого можно освободить деву из ее каменной тюрьмы. Только подумайте, как она будет благодарна тому, кто спасет ее. Может, она принцесса из далекой страны, а может, могущественная колдунья, которая подыскивает себе жениха. Нельзя упускать такую возможность. Покупайте мой свиток. Конечно, давай сюда свиток. Ты не пожалеешь об этом. Вот свиток, и я желаю тебе удачи. Прощай. Вот, он мне дал свиток. Так,
Его нужно еще засчитать кем-то. Где этот цветок? Вот он. Так. What is it this time? Смотрите-ка. Получилось. Бранман. By the ice breath of Auril, 'tis good to see new faces and taste freedom again. Я Бранман, боевая жрица с островов Норхейм. Кажется, я была замурована в камне целую вечность. Тебе удалось спасти меня, и я обязана тебе за это жизнью. Я в долгу перед тобой, и клянусь Темпусом, и не оставлю этот долг неоплаченным. Позволь присоединиться к тебе, и за какое бы дело тебе не пришлось бороться, я буду ценной союзницей и принесу нам благосклонность повелителя битв. Никогда не откажусь от компании достойной воительницы. Я буду рада сражаться рядом с тобой. Ты не пожалеешь о своем решении. Однако хочу предупредить, опасайся пса, что заточил меня в камень. Его имя Трансик. Он работал на группу наемников, но я не знаю, как они назывались. Я должна увидеть его мертвым прежде, чем снова увижу родные берега. Ну, то есть она нам дала вот задание, дневник обновлен, спасение Бранмана. Будем разбираться. Прошу прощения, снова пришлось отвлечься. У моего кота начинается весна, так называемая, и из-за этого он довольно беспокойный. Ну, теперь, надеюсь, у нас отвлекать не будет, поэтому мы продолжаем. Так, итак, у нас Бранвен вступила в нашу группу. Вот, у нее, как вы видите, 1 здоровье. Вот, поэтому мы, во-первых, сохраняемся, во-вторых, отдыхаем. Отдохнули. Отдых занял 8 часов. За 8 часов мы пополнили здоровье нашей маги, нашей, точнее, жрицы. Так, давайте почитаем, что у нее есть. Она лечение легких ран умеет делать, приказ умеет делать и снятие страха. Неплохо. Так, ну что ж, продолжаем наш путь. Какая-то. Так, давайте, во-первых, попробуем скрыть замок. Только перед этим сохранимся. Взлом удался. Вот, мы нашли 2 копья. Ну, что ж, все равно получили опыт хотя бы. Продолжаем наш путь. Следующий шатер. Вот здесь у нас торговец. Эй, ты выглядишь как искатель приключений. Итак, тебе нужно новое снаряжение? Мои цены могут показаться слишком высокими, но нехватка железа дает о себе знать, так что ничего не могу с этим поделать. Покажи свои товары. Такс. Во-первых, продадим... Скальп бандита нельзя продать. Так. Что? Ничего у него нет интересного. Можно опознать еще. Своровать. Ничего интересного, к сожалению. Ладно, мы выходим. Так, смотрите, еще один сундук. Тоже закрытый. Взлом удался. Ну, немножко денег. Неплохо. Так, продолжаем наш путь. Кого мы видим здесь? Фермеров, кошку. 2 ящика, смотрите. Какой-то лагерь, 2 ящичка. Давайте ящики обыщем. Так, короткий меч и длинный меч. Длинный меч нам пригодится. Второй ящик заперт. Взлом удался. Ну, еще монетки. Отлично. Так, в эти палатки, я так понимаю, заглянуть нельзя. Да, нельзя. Ну что ж, продолжим. Так, что у нас получается по карте? Вот смотрите, мы прошли какое-то количество той части карты. Ну, давайте уже до края дойдем здесь. Посмотрим заодно, что у нас здесь интересного. Так, еще один шатер, в который можем зайти. Сохраняемся перед этим. Так, смотрим, кто у нас здесь. Обыватель, спящий мужчина, спящая женщина,
Спящий мужчина. Ребята, это похоже на что-то странное. Какой-то, что ли, притон. Черный лотос. Он расширяет твое сознание. Тебе стоит попробовать как-нибудь. Понятно. Вот такие вот дела. Вот, обыскать здесь ничего, к сожалению, нельзя. Да, кстати, таб не работает, когда вы что-то выделили, поэтому если вдруг будете сталкиваться с этим моментом, вот смотрите, если я выделяю вход, то не могу нажать таб, видите. Ладно, продолжаем. Да, кстати, сейчас я провожу запись этой серии с новыми настройками микрофона. Вот, должно слышно меня быть лучше, но подскажите, пожалуйста, в комментариях, насколько вас устраивает уровень помех в данной ситуации. То есть, и вообще, стоит ли продолжать писать так, либо же вернуться к предыдущим настройкам, когда меня слышно тихо, но в то же время минимальное количество помех. Вот, буду ждать ваших ответов и, соответственно, приму на заметку при записи следующих серий. Соответственно, что ж, вот здесь мы вроде бы все обошли. Я не помню, заходили ли мы к этому торговцу или нет. Не заходили. Торговец. Надеюсь, тебе нравится ярмарка? Здесь чудесно, несмотря на недавние проблемы с шахтами, а также с этими назойливыми бандитами. Чем могу быть полезен? Это и правда весьма приятное отвлечение. Какие товары у тебя есть в наличии? Так. Ну, стрела прокалывания какая-то, вот 2 штуки есть. Боевые особенности. При попадании жертва, провалившаяся под бросок против смерти, получает 6 единиц колющего урона. Ну так-то неплохо, конечно, но нам они вряд ли сейчас нужны, даже за эту цену. Получается все. Торговец. Ну, давайте тогда просто закрывать карту. Идем сюда. Как мы это обычно делаем. Ничего не оставлять позади. Периодически подсвечиваем, конечно. Теперь это удобная функция. Конечно, если помните, я в первых сериях говорил о том, что за счет того, что нет подсветки, это вот приобретает какой-то элемент point-and-click квеста, да, классического, где нужно на неподвижной картинке что-то найти, выбрать. Вот. Но вот здесь вот разработчики улучшенной версии, это есть, насколько я помню, только в улучшенной версии. Вот они здесь уже как бы убрали этот элемент. В принципе, я любил, как в Эсвинделе так было, да, что можно подсвечивать объекты, да, не нужно тратить на это какое-то время, вот, поэтому я рад этому изменению. Кстати, давайте посмотрим, что у нас на этом краю карты. Мы туда не заходили. Башня Дурлага. Ну, понятно, в принципе. Продолжаем путешествие. Здесь ничего. Здесь у нас вроде бы тоже ничего. Так, здесь вот у нас что-то такое непонятное, похоже на какие-то киоски, что ли. Вот, но там использовать ничего нельзя. Еще я не совсем понимаю, что это такое. То ли какие-то бега здесь происходят, вот видите, да, что это курица. Вот, то ли что-то такое, но сейчас здесь никого нет, поэтому мы, наверное, это не узнаем.
А, еще давайте посмотрим, какие заклинания знает наша жрица в целом. Так у нее довольно много известных заклинаний первого круга, правда только первого. Доспех веры, благословение. Так, давайте, наверное, пока приказ уберем. Вот. Давайте уберем приказ. И снятие страха пускай будет, оно пригодится. Защита от зла, лечение легких ран, магический камень. С помощью этого заклинания создает небольшой камень. Наносит 1d4 урона. Кого ударит. Снятие страха понятно. Святилище. Присутствуя в заклинании, заклинатель вынуждает противника игнорировать его присутствие, как будто он невидим. Но это только на себя. Находясь под защитой его заклинания, заклинатель может производить враждебных действий, иначе заклинание разрушится. Между тем он может считать заклинание не наносящее. Так, длительность 1 ход всего лишь. Совершать любые поступки, не связанные с агрессией. Это дает заклинателю возможность лечить раны или благословить себя, находясь при этом под защитой. Он не может считать заклинанием других существ, иначе действие заклинания будет отменено. Приказ обреченности. Заклинание вызывает чувство обреченности. -2 ко всем броскам, включая бросок брони. От этого заклинания не существует спас броска, заметьте. Обнаружение зла. Так, я предлагаю положить благословение вместо этого, оно нам пригодится. Вот так вот. Все. И продолжить наш путь. И, кстати, с чем она там дерется? Она почему-то с голыми руками. Вот. И она, кстати, без брони, ребята. Давайте-ка мы сейчас посмотрим, какие у нее есть заклинания. Точнее, что она умеет. Боевой молот и праща. Вот нужно найти боевой молот и пращу. Ну, пращу... Наверное, пращу все-таки найдем. Так, а давайте посмотрим, нет ли у нас сразу пращи. Я помню, что я думал о том, чтобы взять пращу. Но, видимо, не взял. Так, во-первых, у нас есть пластинчатая кольчуга. Вот, насколько я помню, жрец ее одевать может. Так, у нее класс защиты 8, так, 2. Отлично. Шлем мы ей дадим. Щит дадим. Вот, она это все сейчас оденет у нас. Далее, пращи у нас нет. Ну что ж, боевой молот. Ашидина. Леди Ашидина была выдающимся стратегом. Так. Одноручная, боевой молот. Смотрите-ка, при каждом успешном ударе жертва получает 1 единицу урона от электричества. Зачарование. Вообще отличный молоток. Значит, на зачарование, значит, +2 к броскам, улучшение от хак 0, to hit AC 0, урон +3, требование сила 8. Отлично. По-моему, это отличное оружие для нашего жреца. По крайней мере, посмотрим, как он себя ведет в ближнем бою. Давайте сделаем вот так вот, переставим их немножко. Так, отлично. Или даже может быть так. Сколько там у Джохейры здоровья? Точнее, не здоровья, а сколько у нее тухитаться. Так, 4, здесь 1. Я даже ее с Джохейрой бы поменял, честно говоря. Вот так, вот так вот. Так. А у нашего... Да, отлично все. В принципе, у нас есть хорошая линия первых бойцов первой линии, вот, авангард, и, соответственно, мы сможем, я думаю, более эффективно бороться. Продолжаем путь. Так, что у нас тут получается? Так. Ну, потом вниз вернемся, давайте уже вверх, да, следуем. Потом мы с вами еще пройдемся по квестам, чтобы вспомнить, по списку квестов, чтобы вспомнить вообще, что нам нужно делать. Честно говоря, ну, кроме похода в Нашкель, я особо не помню. Вот что у нас, какие есть побочные задания. Ну, Капитана Брейка вот мы увидели, да. Вот, чтобы понять, что нам дальше делать, можно еще. Опа, смотрите-ка. Группа кобальдов. Да, не фигня, ребята. Давайте вот так. What you want? Nature's servant awaits.
Так, что-то нашего жреца уже зацепили. What is it this time? Ну, пока мы их довольно успешно разбираем. You rang? Uh-huh. Все, разобрали банду гоблинов, получили по 7 опыта за каждого убитого. Вот, ну, надеюсь, хоть лут нас не обидит. Денежки. По чуть-чуть. Камешек. Ожерелье. Неплохо. Так, давайте. Еще. Отлично. Продолжаем. Повредили нашего мага немножко на 4 здоровья. Точнее, нашего жреца, извините. Вот. Но это, в принципе, не так страшно. Так, еще одна банда. Оу, да, ее прям повредили. What is it this time? Так, что-то мне прям не нравится, что происходит. Я даже, честно говоря, Джахира задействую в такой ситуации. Что-то прям ее так сильно бьют, непонятно почему. Точнее, сильно попадают. А вот она что-то как-то неважно попадает вообще по всему. У нас какой-то... Да, почему непонятно? Это хит? Нормально? Это должно быть. Все. Закончилось. А, вот она попала под конец боя, неужели? Ну ладно. Так. Стрелы. Так, кобальды лучники были, видите. Поэтому у нас есть наконец-то стрелы. Давайте стрелы отправим по назначению. И тут как-то так, пока я заходил в инвентарь, взяла и стемнело, заметили? Сейчас соберем все и отдохнем снова. Возможно, потому что у нас вся группа уже повыше уровнем. Какого уровня наша? Уровень 2. И она уже почти получила достаточное количество опыта для того, чтобы перейти со щурой. Что, отдыхаем? Вот. 16 часов мы с вами происцелялись. Так, что-то я тут пропустил. Похоже, да, одного кобальда искали. Ладно. Все, продолжаем. Так. Продолжаем наш путь. Теперь идем сюда. Снова банда кобальдов. Пойду посмотрим, кто у нас здесь кобальд. Так вот. Так вот. И эти четверо идут разбираться. Так, ну сейчас вроде все лучше. Смотрите, кобальды лучники как бы
не особо, да, хорошие, поэтому вот мы их разбираем просто на раз. Точнее, кобальды, милишники, лучники как раз хорошие. Ну что ж, снова собираем лут. Никого из наших не повредили, просто получили какое-то количество опыта. Да, ребятки, я соскучился по этому прохождению на самом деле. Пока у меня не было интернета, я пробовал играть в разные другие игры. Вот, но я понимаю, что Baldur's Gate все равно надо пройти. Надо обязательно пройти. Вот видите, как удобно использовать клавишу Tab. Все обыскали. Сохранились. Пошли дальше. Все, это краешек карты у нас уже. А нет, не краешек. Вот, теперь краешек. Давайте посмотрим, что у нас слева. Я уже не помню. Слева у нас Нашкель. Хорошо. Ну что ж, несколько небольших банд кобальдов мы вычистили из карнавала. Теперь они вряд ли потревожат местных жителей и отдыхающих. Seldom do I find so little fault with someone. I hope it lost. Thank you for your kind words. Джахейра с Бранвен обменялись взаимными любезностями. Просто так. Бывает. Кстати, как вы заметили, вора мы-то не встретили снова. Может быть, это возможно уже только не здесь. Так, ну что ж, похоже, что мы всю карту обследовали. Соответственно, давайте перейдем к нашим заданиям. Вот, вторая глава, важных событий никаких. Точнее, вот так, важные события. Моему взору предстал внушительный карьер, известный как шахты Нашкеля. Так, понятно, это мы в шахту уже заходили, фермерские росказни, развалины моста Фаервайна. Посмотрим. Ну, Доран Ильхан мы помним, мы с ним снова пересеклись, когда пришли в шахты. Неприятности в регионе. Так, кроме того, капитан местной стражи по имени Брейк сошел с ума и убил нескольких жителей, но его до сих пор не поймали. В принципе, тут ничего нового у нас нет. Это такое общее задание. Спасение Дина Хейр. Я согласился помочь Минску спасти его подругу. Ее держат пленницей в крепости Гнолов, далеко к западу от Нашкеля. Туда рано еще. Скульптор Призм. Местный скульптор по имени Призм похитил пару изумрудов. За возвращение этих изумрудов полагается неплохая награда. Скульптора Призма мы пока не встречали. История капитана Брейга. Похоже, Налин из храма Хельма в Нашкеле считает так. Под влиянием какой-то злой силы. Если я верну Брейга в храм, то, возможно, его не казнят. Ну, если найдем, вернем. Шкуры земных волков. Так, ну это понятно. Вот, вроде бы с заданиями разобрались. Итого, нам останется только отправиться в Нашкель, что мы сейчас с вами сделаем. Сохранимся. Так, шахты Нашкель. Итак, вот часть карты мы уже с вами открыли в прошлый раз. Давайте теперь откроем следующую часть. Потихонечку, не спеша. Будем осматривать эти шахты. Это карьер огромный, как мы видим. Это орудие для добычи, точнее для выгрузки камня наверх. Ну, не только камня. Солдаты Амна стоят. Я так понимаю, сюда можно спуститься по вот этой вот лесенке. Давайте с ними поговорим. По-моему, они сейчас нас не пустят, если не ошибаюсь. Так, кто у нас тут еще? Шахтер. Давайте сюда.
Тебе, приятель, на самом деле нужно получить разрешение от Эмерсона, прежде чем входить в шахты. Он может сильно разозлиться, если кто-то самовольно будет бродить по шахтам. Дневник обновлен. Исследование шахт Нашкина. Исследование шахт Нашкина. Стражники у входа в шахты сказали, что прежде чем они меня впустят, мне нужно встретиться с человеком по имени Эмерсон. Ну что ж, найдем этого человека. Сюда мы можем обойти только... Никак не можем обойти, не совсем понятно. Так, подождите. Давайте вот здесь это все обследуем для начала. Потом уже туда пойдем. Так, смотрите, какой-то новый человек. А вот и есть Эмерсон, собственно. Сейчас мы с ним поговорим. So you want to take a look at me mine, do you? Итак, ты хочешь попасть в шахты? Что ж, не вижу в этом ничего плохого. Более того, помощь бы нам очень пригодилась. Проблемы были на нижнем уровне. Там мы потеряли нескольких рабочих. Оставшиеся говорят, там внизу что-то двигается, но кто может знать точно? Земля много чего скрывает в себе. Вот у нас обновили задание: исследование шахт, у входа в шахты и шахты. Давайте посмотрим. Эмерсон разрешил мне осмотреть шахты Нашкеля, хотя он сам не знает, что происходит там внизу. Ну и два задания, я так понимаю, у нас были какие-то дополнительные. Не совсем понятно. Дневник был. Ну, в общем, мы разберемся. I stand ready. It will be done. Здесь подняться наверх нельзя. Нельзя. Так, давайте тогда вернемся к этому дому. Сюда. Или даже вверх поднимемся. Сюда совсем вверх. Конечно, поиск путей у Baldur's Gate 1 очень такой грустный. Как мы видим, трое наших ребят где-то потерялись. Вот они идут разными путями. Вот. Раньше поиск путей зависел напрямую от мощности компьютера, вот, поэтому как бы не сильно старались сделать его нагружающим процессор, если я не ошибаюсь. Вот. И в итоге вот сейчас мы играем уже на современных компьютерах, но, как вы понимаете, механизм никто не переделал. Опа, смотрите-ка, мы кого встретили. Дандал. Эй, ты, стой! Извини за беспокойство, но я должен предупредить тебя об опасности, которой ты подвергаешь себя. Вокруг полно монстров с собачьими головами. Советую тебе вернуться в Нашкель, там безопаснее. Вообще-то я путешествую в поисках приключений. Я здесь, чтобы помочь. Может, расскажешь, что происходит в этой местности? Сейчас нам нужны все, кто может держать оружие. Если хочешь узнать, куда идти, просто ступай на северо-запад. Там будут шахты. Эмерсон скажет тебе, что сейчас нет нужды в искателях приключений, но не слушай его. Нам необходимы все, кого мы сможем найти. Что-нибудь еще? Ну, есть тут один сумасшедший парень. По-моему, называет себя Призмом. Он делает скульптуру на склоне утеса. Думаю, он не в себе. Еще увидимся. Опа, ребятки, Призм. Призм. На склоне утеса. Вот сейчас мы с вами его и найдем. Все понятно. Вот, смотрите, кто-то мертвый лежит. Чей-то труп. Но его нельзя обыскать, к сожалению. Так, где же можно здесь быть? На склоне утеса. Здесь, может быть. Пока никого не видно. Здесь никого нет. О каком же склоне утеса говорил наш
А, вот. Вот это может быть подходящее место для скульптуры. Вот, смотрите, похоже на скульптуру или нет. Что это такое? Но призма нет. Ну ладно, давайте отдохнем до утра. Никого здесь нет. Может быть, он не здесь. Ладно, давайте искать дальше. Туда пройти можно еще вот туда, по самому верху. Давайте сначала закончим исследование вот этой местности. Призм. Отлично. Мы с вами его нашли. Beauteous creature, you are my masterpiece. Ах, прекрасное творение. Не стоило мне красть эти изумруды, но больше ничто не могло бы передать величие твоих глаз. Я сделал то, что должен был, ведь я оставил свой магазин, забыл обо всех заказах и потратил все, что имел. Я должен завершить тебя. Подожди, здесь кто-то есть. Кто ты? Тот самый безжалостный Грейвульф послал тебя, да? Да. Меня послал Грейвульф, и ты знаешь, зачем я здесь, не так ли? Не забирай меня пока что, умоляю тебя. Я признаю, что украл драгоценные камни, но пусть лучше они будут глазами творения любви, чем безвкусной безделушкой толстухи. Я отдам тебе все, что у меня осталось, если ты забудешь о моем преступлении. Все, что у тебя осталось, меня не волнует. Я передам тебя и драгоценные камни стражи, где получу приличную награду. Я не воин, но у меня нет другого выбора. Если хочешь, чтобы я перестал работать, тебе придется лишить меня жизни. Меня не волнует все остальное, если я не смогу завершить работу. И на моем последнем издыхании я прокляну тебя, чтобы твоя душа не знала покоя, как и моя. Ну, понятно. Так. Скульптор призм. Надо потом еще вспомнить, кому вообще задание, собственно говоря, сдавать. И... вот скульптура, смотрите. Снова не выключается музыка боевая. Помним мы уже эту проблему. Так, ну что ж, давайте, наверное, тогда исследуем быстренько вверх этой локации. И на этом закончим эту серию. Потому что время серии уже, к сожалению, почти подошло к концу. Так понимаю, что это конец карты. Да. О, смотрите-ка, тайничок. В тайничке мы нашли жезл. Непонятно, насколько он хороший, конечно. Но уже хорошо, что мы нашли жезл. Так, ну что ж, давайте вернемся к входу шахты.
Господи, они решили обойти с другой стороны. Вот это, конечно, очень периодически достает, вот, потому что иногда там приходится каждого персонажа отдельно направлять, что они между собой, вот видите, смотрите, они сейчас тыкаются и просто не понимают, куда идти. Один обошел, второй нет, потому что там типа был предыдущий персонаж и не может один другой идти. Проводим вручную, потому что это займет много времени, если проводить. Желаю тебе удачи там, приятель. Чтобы не было причиной всех неприятностей, мне бы не хотелось с этим столкнуться. Вот они отошли и пускают нас в шахту. Все, мы вышли в шахту. Первый уровень, скорее всего. Смотрите, с нами сейчас поговорят. Шахтер Горд. Еще искатель приключений, да? На твоем месте я бы убрался отсюда, пока еще есть возможность. Я слышал ужасные истории о тех, кто глубоко спускается в шахту. Почему? Что ты слышал? Ну, мой приятель Руфи едва спас свою шкуру. Какие-то мелкие демоны выпрыгнули прямо из самых стен и погнались за ним. Он был бы уже на том свете, если бы не подоспели стражники. А так погибли стражники. Старина Руфи где-то тут поблизости. Спроси его, что он видел, и он тебе все расскажет. Дневник обновлен. Исследование шахт Ашкера. Шахтеры поговорят о каких-то злых существах на нижних уровнях шахт. В принципе, это все понятно. Так, давайте-ка еще посмотрим. Во-первых, жезл сюда. Складываем лишние 2. Еще бы, конечно, изумруды вернуть. Вот. Хочу найти информацию по поводу... я так понял, что здесь только... здесь только информация о... Информация только о основной сюжетной линии. Ну, давайте еще добавим вот эту информацию. Добыли изумруды. И продавать. Куда мы его добавим? В принципе, не продавать, понятно, что не нужно продавать. Ну что ж, в принципе, мы подошли уже к нашему месту, с которого мы, собственно говоря, начнем игру. Давайте посмотрим, что у нас тут у всех есть. Да, вроде бы все под завязочку забиты всякими делами. Вот, изделие масла скорости. Вот сюда положим. Так. Стрелы. Вот, конечно, тут есть мантия мага, вакидзаши. Надо все это опознать. Вот, поэтому нашему магу мы сейчас давайте выучим опознание. Потом отдохнем. Смотрите, новая загрузка. То есть мы подперли двери и отдыхаем в шахтах. Красиво. Все нормально. Пауза снята. Так, и давайте опознаем все, что у нас есть. Опознание, заклинание. Вакидзаша +1. Зачарование +1, 1d8. Скимитар Вакидзаши ниндзята. Понятно, у нас такого нет. Опознание. Мантия жулика. Особенности при экипировке. Улучшение класса защиты +1 против рубящего. Улучшение спас броска. Понятно. Так, у нас мантия, которая дает плюс метательное и против
дыхание. Ну, не знаю, мне кажется, что так лучше против рубящего. Потому что чаще всего магов убивают те, которые сблизи. И третье опознание. Мантия сопротивления электричеству. Способности при экипировке сопротивления электричеству плюс 20. Ну, возможно, на каком-то этапе нам это пригодится. Так, у нас заклинания закончились. Отдыхаем снова. Сохраняемся. Продолжаем опознание. Жезл Мороза. Особое свойство колонна льда. Дальность поля зрения, область действует на существо, эффект причиняет 16 d3 единиц урона от холода, 8 d3, требование интеллект 9. Интересно. Ребята, это серьезный жезл, но у него всего 10 зарядов. Ну ладно, пускай он будет у нее. И еще малый щит. Малый щит плюс 1. Ну, в принципе, понятно, ничего страшного. Так, все неопознанное у нас опознано. Теперь мы магу меняем заклинание назад. Доспех, магическая стрела, сцепление. Что там еще? Отраженный образ. Сфера. Знание. Защита от окаменения. Так, ну я не знаю, даже доспех нужен для нам. Давайте берем пока доспех. Ставим вторую стрелу. И снова отдохнем. Все. Отлично, мы отдохнули. И на этом я думаю, что мы эту серию закончим. Потому что мы, в принципе, с вами сделали все, что необходимо. Пришли уже, в конце концов, к тому месту, с которого и начнется наше прохождение следующей части. Вот это будет шахты Нашки или подземелье. На сегодня это все. С вами был Элиторн. Пишите комментарии. Напоминаю еще раз, напишите, насколько лучше, хуже стал звук по сравнению с предыдущими сериями. Вот, стоит ли возвращаться к предыдущим настройкам, либо же использовать эти. В любом случае, пишите свои отзывы, комментарии. Я рад, что я снова с вами. И до следующей серии.